Всем привет! В этом видео будет масштабный переезд моих проектов в новую мастерскую. А именно переедет Quadra-Vitec и Cybertruck в цех, где мы собирали багги-рампу. Переезд будет происходить своими силами на личной газели, без помощи эвакуаторов и прочего. Первый поедет тачка из Киберпанка. Ее нужно немного подготовить, доделать пневмоподвеску, иначе при таком низком клиренсе она не сможет заехать по аппарелям в кузов. Взял сразу готовое решение, в котором есть компрессор, датчик давления и ресивер, которого с головой хватит на две небольшие подушки. Клапана пока поставлю такого типа, позже их установлю на рампу, а оттуда электромагнитные клапана перенесу в Quadra. Использовал такой переходник с быстросъема на 8-мм магистраль. Через тройник сжатый воздух будет подаваться на клапана, на каждую подушку будет свой клапан. Далее перенесемся в салон. Сейчас нужно подключить магистрали подушек к клапанам. Процесс создания авто по известному киберэкшену — это сложный, но довольно-таки интересный процесс, в котором ты вкладываешь всего себя, и нужно немного расслабиться и отдохнуть. И желательно сделать это в каком-нибудь хорошем качественном проекте, где можно и с друзьями вместе поучаствовать, и не забывать получить настоящее удовольствие. Где же это можно сделать? А как вам самый известный ураганный экшен от первого лица? Да, друзья, это Warface. Warface — это надежный, проверенный миллионами игроков и временем бесплатный онлайн-шутер, который постоянно радует своими крутыми обновлениями и годным контентом. Вы всегда можете скачать его в My Game Store без ограничений и абсолютно бесплатно. Всех без исключения порадует наличие огромного выбора PvP и PvE режимов на любой вкус. А для любителей бодрого PvP Warface предлагает целых 10 режимов и соревновательные матчи. Ну а тем, кто хочет погорячее, игра проводит просто сногсшибательные ивенты. Например, сейчас проходит крупный турнир VK Play Cup с призовым фондом в 17 миллионов рублей. А эпичный финал состоится уже 17 и 19 июня. Стоит прийти и поболеть за любимую команду. Так что радуйте себя новинками и отличными ивентами в самом надежном шутере. Скачивайте Warface по ссылке в описании и вперед, за победами! Через переходник на прикуриватель соединил компрессор с аккумулятором. После того, как компрессор набрал свои положенные 8 атмосфер, можно проверить всю систему. Поднял переднюю подвеску в самое экстремальное положение, можно назвать его транспортировочным. Осталось закрыть все двери, и можно грузить Quadra в кузов. Надеюсь, установленные после заезда Quadra в гараж ролл-ставни не помешают выехать машине из мастерской. Так как у меня небольшой двор, авто будет заезжать на газель прямо из мастерской. Аппарели были сварены из профильных труб 40 на 100, а перемычками послужил профиль 40 на 20. Места все-таки оказалось недостаточно, аппарели не встали в замок. Придется поднимать зад Quadra и заталкивать их под колеса. Тянуть авто в кузов будет электрическая лебедка на 12 вольт. Обычно такие ставят на квадроциклы. Как камень с плеч, машина проходит в проем. С каждой стороны осталось по 5 мм.
Крыша тоже удачно прошла в проем. Все-таки клиренса не хватило, и лонжерон уперся в упор из уголка. Придется подложить под колеса пару досок. Все, тачка на месте, можно убирать трапы и везти ее в новую мастерскую. Интересно посмотреть, как обстоят дела с подвеской «Газели» с погруженной на нее машиной. Рессоры немного не дошли до отбойника, а до отбойника на раме осталось еще где-то 17 сантиметров. Навскидку квадро сейчас весит 300 тонн. Если кто на опыте умеет определять вес груза по подвеске, напишите цифру в комментарии. В новом цеху гораздо больше места, можно полностью заехать и разгрузиться. Но так как теперь в одном цеху будут собираться сразу два проекта, на каждый будет приходиться в районе 40 квадратных метров. Конечно, вначале было очень много вопросов по перевозке, но как оказалось, в этом нет ничего сложного, можно спокойно сэкономить на эвакуаторе. Но, наверное, это только сейчас, пока вес проектов не превысил 1,5 тонны. Следующим на очереди Кибертрак, также загнал его в гараж, а оттуда погрузил на «Газель». Он оказался намного легче квадры. По сути всего 5 стальных листов и пару десятков квадратных труб. Единственным неудобным моментом было то, что все 4 колеса могут поворачивать, приходилось по очереди поправлять каждое. Здесь уже не было проблем с клиренсом. Кибертрак тоже на месте. Если кто не знал или не видел новости, для него пару месяцев назад был куплен электродвигатель. Остались только аккумуляторы, но думаю, с вашей поддержкой в виде лайков, репостов и комментариев мы сможем приобрести и их. Так что кто давно ждал Кибертрак, он снова на канале. Между делом собрали еще гидравлический ножничный подъемник, очень полезная штука и очень легко собирается, а стоит в магазине каких-то космических денег. Видео по нему в скором времени выйдет на лайв-канале. Конфигурация мастерской тоже немного поменялась, теперь это не одно большое помещение, а 2 бокса под каждый из проектов. Что хорошо, у цеха есть небольшая дворовая территория, где можно тестировать и настраивать проекты. Так что надеюсь, скоро будут первые выезды. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и на соцсети. Всем спасибо за внимание, увидимся в новом видео.